тебя понял уже, то есть, да, то есть и тебе за них ничего нет, да, понимаю, ну, понятно. Ну, по идее, как бы не так, да, понимаю. Да, да, да. Наверное, да. Ой, вот это, ну хорошо, ладно, да, я просто понял уже, да. Да, это он и имеет в виду, да, да, да. Я тебе больше скажу, даже без резких движений я тебе не к тому, это просто быть одним надо просто и все, да. Наработать себя надо, как бы, да. Да, любая наемная работа, она, да, да, понимаю, да. Ну, это про себя, ну, да, да. Ну, он про себя так думает просто, да, да, да. Ну, да, наверное, да. Да, наверное, слабость искусства в себе, да, понимаю. Ну, наоборот, значит, ну, ладно, да. Тяжело жить, да, понимаю, да. Ну, ладно, ну, ладно, да. Ну, ладно, да, наоборот. А что это я вообще? Что это ты? Но Наоборот, вместе с тем мы, значит, конечно же, не да, можем это ждать. Нас да. впереди ожидает не Ты экстремальная запомни только, низкая запомни, что температура. я тебя победил, как бы, что ты так жить не будешь, это я тебе точно говорю, потому что там 0,03% это совсем не то, что тебе кажется, понимаешь? То есть ты просто, да, 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 да. Ну, сделай, ну, меня это не касается уже. Я тебе объясняю, да, что ты, да, 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 что ты не, да, вот и все просто, запомни, тонкая история просто, да, понимаешь? Да, да. Ну тут, по идее, ну нет, просто что, нет, я просто вас победил всех, да, то есть, да, то есть, да, понимает он тебя, да, и вот, да, 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 понимает он тебя, да. Никто тебе не мешает жить нормально, кто тебе мешает сейчас, голубка, наоборот, я понимаю просто, да. Не будь мужчиной, будь с мужчиной, да, про себя так уже говорю, да. Меня это не касается, да. То есть, ну, по идее, да, то есть я про женщин вообще сейчас не говорю. Я сейчас говорю про профессиональных, да, да, да. То есть, да, да, женщины, моя версия такая, это не моя версия, это просто вот, ну, мир такой, вот, да. То есть, женщина на любом, да, окстись, успокойся, понимаешь? И, да, нищенка типа того, да, да, понимает. Да, 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 то есть, типа того. Ну тогда вот и все, у тебя муж и есть, вот и все, иди беременеть. Если нет, то иди себя кротко, скромно, и найдется, кто тебя возьмет, и как бы, ну, в смысле, ну, возьмет вообще по всем полностью, да, как бы, да, я понимаю, да. И будешь жить тогда нормально, да, типа. Ну, на про себя так думает, да, да. Наоборот, только, да, да. А, ну нет, поняла, да, типа того, ну, она тебе, ну, наоборот, только, да. Ну, то есть, будешь женой чьей-то, детей начнешь рожать, блин, да. Я тебе не назидаю, мне насрать просто, да. То есть, тогда начнется какая-то нормальная жизнь, за которой вот не страшно будет умереть после этого. Понимаешь, да? То есть, которая какая-то нормальная, которая для себя называется, так уж говорить, да, понимаешь? Да, 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 которая человеческая какая-то, да. Понимает. Может, проявить себя как, да, понимает. Меня это не касается, это тоже ваша психиатрия. Когда сучка думает, что она самец, это психиатрия, понимаешь? Да. Ну, она себе, ну вот это имел в виду, она себе так думает. Да, наоборот, да. Ну нет, ну вот это он имеет в виду. Не, я ваши дела, я, у меня, ясно, я как ты видишь, свое нарабатываю, оно жалкое, но оно немножко мое, как бы, да. В принципе, оно, смотри, что ты мне можешь угрожать, да, то есть, как бы, то есть, да, 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 то есть, оно все равно все так делается, то есть, ты не сможешь на работе что-то сказать, и опять же, есть варианты, не то, что, да, понимаешь, можно себя, да, то есть, понимает он тебя, да, при этом не выеживаться сильно просто, это уж от твоего характера зависит, как бы, насколько ты крючковатый, чтобы за тебя можно было зацепиться и повести тебя куда-нибудь там, да, Шпигеля и так далее, да, ну, как вариант, да, чтобы тебя из себя сделать козла отпущения, там, жертву, как угодно, то есть, как, ну, как бабу, что ли, да. Ну ты, но все равно тебе придется что-то сказать, как бы ершистое чуть-чуть, потому что ты мужик, просто лучше это делать как бы немножко холодно чуть-чуть, да, типа того, да, понимаешь, так, чтобы как полностью дать, как бы зверю весной на тебя наседать, полностью, и убежал, типа того, да, понимаешь, да. Потому что люди, вот там, оружейники всякие, это как бы они просто mad people, да, вот как это, как в колделке там какие-то там дерганые, там, да. То есть как бы они, ну как слепая ненависть, слепая какая-то страсть, которая зиждется на очень многом, там их и зарплаты, и смысл как бы их этого, да, то есть и алкоголизм, который как бы, и о том, что они вообще, да, да, комплексы их полноценности там и так далее, да, да, и то, что, и так далее, долго всего. Да, понимаю, ну это просто нормальный разговор, я просто тебе говорю, что хорошо все, да. То есть, да, понимаю, там тебе, еще сверху KFC и чуть-чуть спирта, и все, и ты прав на 100% уже тогда. Да, понимаю, да.
Никакой ответственности не думать не надо. И радостно, и весело. Ну ладно, меня не касается просто. Вот по идее, да. То есть типа того, чтобы мужики сами захотели, сами что-то полюбили, сами, да. Типа того, это, ой, как просто вообще, да, понимаю. Да. Ну, наверное, да. Но это не очень считово, потому что я денег-то из этого не беру, да. Получается, я просто, просто, понимаю, для себя просто так. Ну, немножко, ну, да. Для женщин очень простой есть рецепт. Смотри, у тебя муж есть, ты начнешь, да, чуть по-женски начинает как бы вести себя, что ли, как-то сказать-то, или перестать как-то, да. Все, и там уже не важно, какие разговоры, и постепенно как бы, да, все нормально будет. Да. Видишь, жизнь нормально будет. По итогу дня, говорит, а мужа нет, что значит, на работе? Ты-то есть там на работе? Ну, что, объяснять, что ли? Зачем работать, нужно для женщины нормально. Ну, веди себя как Матрона тогда. Одевайся как советский танк, ну или как-нибудь там, типа того. Потом не спрашивай, что у тебя там могут быть. Ну, это уже вон просто. Я не знаю, понимаешь, я просто, к примеру, тебе говорю, что, наверное, ты не хочешь так, это просто так, на поверхности, а на самом деле. Женщины были нормальные, здесь была бы вообще просто как Индия, только больше Наверное. Ничего страшного. Это, да. Ну смотри сама, я ничего, это самое. Душа-то у тебя как? Тебя нормально, да? Где-то, да. Ладно. Да. Ну так что ты? Ладно, все. Ладно. Так, на, ребят, вот и все, да. Ну да, понимаю. Да, понимаю. Если ты добрая будешь, понимаешь, то я понимаю. Ой, этика. Эх, жахну час, не понял, что такое, разумно пользоваться. Жахнуть чай, там жахнуть. Ладно.
Oh, very nice, very nice. Наоборот, это да. Ну нет, нет. Ну вот это есть. The people that are on your team, the people that are in your group, your family, whoever, you're coaching. You might not even know it, but you're coaching. For you as a team leader, you're only going to be able to do it if you can build great relationships. We've won 11 national championships in the last 25 years. I've won 2 gold medals at the Olympics, coaching the U.S. national team. Teams are teams, no matter what situation. It's a group of people trying to come together to do something that they can't do individually. Some of the things that you're going to learn are how to get the best people on your team. That's number one, that's key. How to work with them so that you can raise their level from where they are to where they hope to be to where you need them to be. It's the same in sports, and it's the same in business, and it's the same in life. How do we build those championship teams? How do we train those incredible players? I go by the old-fashioned Catholic Italian way. You just make them feel guilty. You ask them, flat out, is this the best you got? And invariably they'll say, nah, I got more. All right, let's go. Let's see it. One of the biggest attributes that resilient leaders have is the ability to listen. Listen more than you talk. Because when I got to this country, I didn't speak English. So you're kind of forced to grow up fast. Pay attention and learn by watching and learn by listening. I truly believe there's always pressure when you're trying to accomplish something that's meaningful and rewarding. And because of the pressure and because you perform and you handle it a certain way, you've just grown as a person. You've just become something more than what you were before. Winning teams understand that the pursuit of winning never ends. Winning a game is really teaching you how to win it. And you benefit from your strategy. And you as a leader can help them reach their potential. I'm Gino Oriema, and this is Masterclass. So you've heard of 3G, 4G, and 5G. Well, each one is a different generation of wireless network. And the cool part about it is that each one has been so much more powerful than the one before it that it's facilitated a completely new stage in society. So the first ever mobile phones were actually 0G. And even calling them mobile is a bit of a stretch. These were chunky boy phones with a massive box as a receiver. 1G was the first time that the general public could make phone calls. And even though these devices still weighed up to 1 kilogram, people were too busy gawping at the fact that they were fully wireless to care. Little did we know that from this point onwards, literally every 10 years, we were about to see one generational leap after another. 2G took the 2.4 kilobits per second speed of 1G and made Круто. Да. Смотри сам, ты будешь лидером или ты будешь свою жизнь жить. А надо, чтобы это сошлось. Как делать так, чтобы это сошлось, как это сделать? Понимаешь? Да, понимаю. Потому что если ты будешь лидером в чужих каких-то штуках, это студенчество, мягко выражаясь. Будешь уебываться, тебя убьют, да, просто и все, да, я помню. Чужой монастырь, да, понимаешь? Я тебе не шучу, надо уважать тоже это, потому что власть вселенной, как бы, да, если угодно, да, будешь там выеживаться, тебя просто, да.
И в этом нету ничего доблестного, понимаешь? То есть это позорно, если ты начал выеживаться и тебя убили. То есть смотри, таракан, который начал задираться и вылезает прямо на хозяина квартиры, и вылезает, как бы, понимаешь, да, он тебя про себя говорит тогда. Ну да, понял. Да. Или ты, который такой смелый, и такой идешь, и там в джунглях такие львы голодные, которые явно не хотят с тобой дружить сейчас, да? И ты такой, понимаешь, он тебя просто понял уже, да, понимаешь. Да, то есть это позорно, просто потому что это как бы немножко, то есть как бы не по-мужски, нелогично, то есть как бы и потом такой, опа, и что, даже костей не осталось. То есть все, говорить не о чем, да. Ты бы еще жил 100 лет, и еще бы у тебя и дети были, и внуки, и куча дел было бы. И твои кости бы лежали вообще другой, там, понимаешь. И столько бы всего хорошего людям, ну, муравейнику сделал, понимаешь. Да, понимаешь, ну сам себе на самом деле. И был бы счастливый со своей женой, как бы, да, и люди бы тебя поддерживали, да, бы, да, освещали бы, да, ну, как понимаешь. Ну, понимаешь, хорошо было бы тебе, да. Понимаешь, ну ты до этого не дожил просто, потому что ты, да, я просто понял, да. Это же нонсенс просто идиот, дебил просто какой-то, да, понимаешь, да. Ну, я понял, просто, да. Но это, ну ладно, живи как женщина вообще тогда, да, понимаешь, смирись тогда, да, понимаешь. И есть другой момент, потому что у любой номенклатуры у них есть хорошие задачи, позитивные, понимаешь? Если ты их берешь и четко по ним действуешь, там находишь свое зерно какое-то, да. То есть, да, ну, наверное, как-то так, да. Да. Но это только лишь студенчество, ты там не можешь всю жизнь, да, жить, да, понимаешь? Да. Свободу почувствуй, защити, да, крылья, да. Ну да, понял тебя. Ну как бы, ну не знаю, сам уже думаю, как бы, да, сам, да, понимаешь. Ладно. Ну согласен, ну в целом согласны, да. Faster, which made phones not just able to call, but also send text and even picture messages. And we just kept gathering momentum. Literally, 3G was up to 50 times faster than 2G, which actually made it powerful enough to support internet-based applications. The only Я reason про we were able здоровье to тебе have говорю, apps знаешь, ну немножко, да, потом меня понял уже просто, да, like понял, Instagram хорошо, and хорошо, Uber is да. because of 3G. I remember when 3G was so cool that Apple actually named one of its smartphones just after its ability to support it. So, that Apple actually named one of its smartphones just after its ability to support it. So, it's kind of nuts to think that when 4G came out, it was between 50 and 500 times faster than that. You could do the unthinkable. You could stream Netflix at 1080p. You could play multiplayer games with 100 other players in the same map. It was all about rich multimedia experiences. And that brings us to today, where companies will not stop banging on about what 5G can do. So I'll keep this short. Basically, a good 5G signal means instant sharing. It means browsing the internet with practically non-existent loading times. And it's got such low latency that you could do things like remotely control machines as if they were an extension of you. So what on earth is 6G? Well, the way it works is that pretty much time. It was all about rich multimedia. Is because over 15 times faster, which made phones not just able to call, but also send text and even picture messages. And we just kept gathering momentum. Literally, 3G was up to 50 times faster than 2G, which actually made it powerful enough to support internet-based applications. The only reason we were able to have apps like Instagram and Uber is because of 3G. I remember when 3G was so cool that Apple actually named one of its smartphones just after its ability to support it. So, it's kind of nuts to think that when 4G came out, it was between 50 and 500 times faster than that. You could do the unthinkable. You could stream Netflix at 1080p. You could play multiplayer games with 100 other players in the same map. It was all about rich multimedia experiences. And that brings us to today, where companies will not stop banging on about what 5G can do. So I'll keep this short. Basically, a good 5G signal means instant sharing. It means browsing the internet with practically non-existent loading times. And it's got such low latency that you could do things like remotely control machines as if they were an extension of you. So what on earth is 6G? Well, the way it works is that pretty much as soon as one generation comes out, a lot of these big tech companies like Samsung, like Qualcomm, they start working together to figure out what the next one's going to be. They're kind of investing in their own future, because if they can keep coming up with generations, then they can keep people buying their products based on those generations. So even though we're just seeing 5G roll out now in 2020, Samsung had actually built working 5G back in 2013. So even though 6G is scheduled for 2030, which seems like a mile away, companies are already working on it today. In fact, the very first super early 6G chips have already been built. It's not really 6G, it's not as fast as actual 6G is going to be,
but already passed the theoretical limit of 5G. And a couple of months ago, Samsung dropped a full document actually showing their plans for 6G. And I think it's fascinating. They put together a diagram here which shows the kinds of ways it might improve on 5G, which is the light blue area in the middle. And this might already look quite impressive on the face of it, but if you look a little closer, you'll realize that it's not a linear scale, meaning that while it looks like the peak data rate is going to triple or maybe quadruple, on this scale, it's 50 times faster than the absolute fastest 5G connection, with 1/10 of the latency. They're saying that this will be fast enough to download 100 hours of Netflix in a second. They're saying that it'll be able to support 10 times the number of devices, and that it will be 100 times as reliable. And you might be sitting there starting to think, what's the point? 4G is already fast enough, I barely need 5G. This is ridiculous. But I would argue that it only sounds ridiculous because we aren't living in the society that it's made for. Remember, they're building a technology that's trying to serve the needs of future humanity. That it's made up. Point. 4G is already fast enough, I barely need 5G. This is ridiculous. But I would argue that it only sounds ridiculous because we aren't living in the society that it's made for. Remember, they're building a technology that's trying to serve the needs of future humanity. 6G has got to be good enough to carry us from 2030 all the way to 2040. And that world is going to look very different to this world. Oh, ну смотри, это неблагодарное, потому что очень, да, то есть, это, ну, типа, да, что-то вот такое вот, что-то из, ну, типа того, да, думай сам, короче, да, оно уже есть у тебя, причем начатки какие-то, да, мастерства какого-то, да, начатки каких-то своих, да, понимаю, да, развиваться надо, да, рецензенты, да, что-то, ну, наверное, так, вот, может и так тоже, да, ну, постепенно надо работать, понимаешь, да, наверное, так, структура, поучение, да, поучение тебя. This video, by the way, a sub to the channel would be breathtaking. Let's say you're in a self-driving car among a whole other network of self-driving cars on a motorway. 5G won't cut it. Think about it. You're on a motorway. Вот я тебе так скажу, что в этом мире есть какие-то профессии, да, что которые, то есть есть тут развлекалка какая-то, типа того, неквалифицированные специалисты, да, понимает он, все говорит, в чем проблема-то? Возьми да наработай квалификацию, да, узнай, как это, да, получить эту глыбу, да, понимает он, да, одно ухудшается от этого, конечно, да, понимает он, это секреты знаний, как бы, знаешь, в чем секрет? То есть штука в том, что ты не сможешь себя все это запихнуть, это будет в лучшем случае на поверхностном уровне, да. Ну, а если ну, хорошо, даже если сможешь, то у тебя, ну да, тем легче. Смотри, пахота, она уже изменилась, она уже другая стала, когда тем, значит, интереснее, да, понимает он тебя просто, да. Значит, меньше потребностей стало, то есть, значит, люди стали меньше умирать, стало больше знаний, интереснее стало жить, да, то есть, как бы, да. Значит, ты уже действуешь, как бы, по мечте, да, понимаешь, ты уже свободный человек, можно сказать, да, понимаешь, да. Значит, да, типа того, да. Типа того, наверное, да, как ты сказал правильно, да. Ну а что тебе, да, понимает он тебя, да, просто. Да, ну постепенно держишь себя просто, да. Тебя так говорит, да. Ну да, мы жили просто умерли, все, да. Ну чуть-чуть нас так это едкое просто, да, понимаю вас, я понял. You're well away from a city, and yet every single one of these cars has to be online. They have to be able to react to hazards in literally a split second, and the connection can't drop at all, or someone could die. So you need a reliable connection that's powerful enough to process the data from every single one of these cars like that. But to be fair, if we get there, things get juicy. Imagine a world where every car is fully aware of where every other car is. It would mean that when you're planning a route, instead of checking to see where current traffic jams are and trying to avoid them, your car could coordinate with every other car and make sure that nobody ever gets stuck waiting behind someone else. Or like, I talk a fair bit about how I think make sure that
current traffic jams are and trying to avoid them, your car could coordinate with every other car and make sure that nobody ever gets stuck waiting behind someone else. Or like, I talk a fair bit about how I think we're heading towards a mixed reality. Being able to just pop some glasses on or contact lenses that would allow you to see a whole new digital layer to the real world. But think about it, for this to work, you need a network that can support millions, if not billions of users sitting in the same shared augmented reality. Can you imagine the amount of data that would need to be synced instantly between devices? Besides, in the next 20 years, we're going to want data connection in the sea, the sky, and space. And current solutions just don't allow it. So you get the idea. To facilitate the next generation of tech, we need the next generation of network. We need microsecond response times, not the milliseconds we're currently working with. However, there's a problem. So you know how 4G can be a little bit patchy? You don't always get the signal. Well, that's because 4G waves can only travel about 10 miles. So if you're further than 10 miles away from a 4G cell tower, you're probably out of luck. And 5G made this problem worse. See, the only way they've managed to deliver higher speeds is by using smaller, higher frequency waves. They're called millimeter waves because they're literally 1 to 10 millimeters. But because they're so small, they're also more easily blocked. I could have perfect 5G signal, accidentally step behind a tree, and it could just vanish. I'm acting like this is some sort of theoretical scenario. No, I've actually tried this. And so because of this problem, we can't rely on true 5G on its own. For starters, just to get it working in a city, you have to go from one big central tower with 4G to literally a tower on every street for 5G. Plus, there are high-profile leaders right now who are already saying that millimeter wave will never even reach most of the country. And so, these true 5G waves also have to be compensated with something called sub-6 waves. You could think of that as a bit like a 4.5G network. And on top of that, every 5G phone also has to be able to switch seamlessly between 5G, 4G, and 3G, because you will still need them. So, you can probably see where this is going. Even though 6G hasn't been finalized yet, it's looking like that to deliver the speeds we need for it, we might have to use even smaller waves. The current top candidate is sub-millimeter waves, or terahertz waves, which, as you probably guessed, are a tenth of the size of 5G's millimeter waves. If we can't even get these millimeter waves beyond our cities, how are we going to cover the globe in sub-millimeter waves? You see the problem, right? We could start completely covering our skyline in